Давайте плавненько подбираться к теме экипировки для путешествий. Начнем со шлемов. По-хорошему, путешествовать можно в любом шлеме, разве что спортивный интеграл на туристическом мотоцикле – странный выбор. Я построю повествование с точки зрения выявления недостатков. На фоне маркетинговой чепухи так будет понятнее, на какие недостатки конкретно вы можете закрыть глаза. Сначала об Adventure шлемах, они же Dual Sport шлемы, просто потому что меня чаще о них спрашивают. А чтобы понять, нужно нырнуть в тему кроссовых шлемов. Например, зачем нужен козырек на кроссовом шлеме? Первая задача, когда при езде в группе или в гонке из-под колеса впереди едущего летит грязь. Можно немного наклонить голову, чтобы в маску не летело. Вторая задача – защититься от прямых солнечных лучей, потому что маска на заезд одна, ты не будешь менять ее на темную и светлую. Иногда условия такие, что едешь часть в темном ущелье или лесу, где в слишком темной маске видно плохо, а потом выезжаешь на открытый участок напротив солнца, либо катаешься до темноты. Сейчас попроще, потому что существуют фотохромные маски, иногда называемые очками-хамелеонами, которые могут подстраивать уровень затемнения под условия. Крайне рекомендую, если катаетесь в разных условиях в течение одной поездки. Третья задача козырька – охлаждение. Именно поэтому на эндуро-шлемах козырьки почти цельные, что не имеет смысла для других задач. В эндуро скорости низкие, а ты занимаешься спортом с повышенным пульсом, нагреваешься и потеешь. Продувки не хватает, и козырек проектируется таким образом, чтобы даже на низкой скорости максимум набегающего потока воздуха летел, тем самым охлаждая. С другой стороны, из-за такого развитого козырька на трассе в слегка прохладную погоду даже на обычной скорости вокруг маски лицу холодно, вечно мерзнет лоб. Сам козырек длинный и почти без отверстий, поэтому аэродинамика на высокой скорости у таких шлемов отвратительная. И все ухудшается со стеклом на мотоцикле, который по идее должен поток направлять сверху макушки шлема, но в кроссовом шлеме ветер ровно под козырек напихивает. Либо едешь все время пригнув голову, либо борешься с тем, что тебе ветер пытается голову оторвать. Почему я, кстати, не люблю, когда на софт-эндуро стекло ставят? Если ездить в кроссовом шлеме, стекло чаще всего ухудшает комфорт езды на трассе, а не улучшает, и на бездорожье только мешает. Adventure шлемы – заложники популярности, потому что большинство покупателей ездят на них на больших турендуро со стеклом. Малое количество покупателей Adventure шлемов будут использовать их в жестких потных тренировках, но подавляющее большинство будет использовать их на магистралях. Пытаясь добиться компромисса, все равно приоритет остается в комфорте на трассе, иначе шлем массово раскритикуют, даже если шапка будет лучшей для 3 любителей эндуро путешествий. В итоге козырьки или очень короткие, или очень дырявые. В кроссовом шлеме козырек видишь вообще всегда. В зависимости от модели и регулировки он занимает довольно большой кусок видимой области, где-то 1/5 в опущенном положении. Это прям много. Во-вторых, козырьки на Adventure шлемах всегда дырявые, чтобы хоть какую-то вменяемую аэродинамику иметь на мотоциклах с разной высотой стекла. Из-за этого, кстати, у некоторых Adventure шлемов бывает бесящий момент, когда лучи солнца пробиваются через щели. Получается еще хуже, чем ехать без козырька. Без козырька ты как-то привыкаешь к солнцу, а с дырками то слепит, то не слепит. Но зато аэродинамика хоть как-то работает. Хуже, чем совсем без козырька, но хоть как-то. И когда голову на скорости поворачиваешь, либо при порывах ветра, обычно неприятно дергает. Это и из-за козырька, и из-за того, что шлем вытянутой формы. За это удлинение ветром начинает тянуть в сторону. Ну и по третьей задаче полный провал. Никакой Adventure шлем не может настолько плотный поток воздуха на низкой скорости направлять. Просто в самой концепции невозможно это исправить. Либо козырек будет комфортный на трассе и пропускать воздух через себя, либо будет отрывать голову на скорости. Некоторые производители пытаются какое-то решение придумать, типа дополнительного удлинителя козырька в комплекте. Гипотетически эту проблему можно решить, сделав или козырек, убирающимся назад, либо сделать на козырьке переключатель, открывающий и закрывающий отверстия. Но пока я такого не встречал. Правда, не все эти функции в Adventure шлемах реально нужны. Много моделей Adventure шлемов имеют выдвижные солнцезащитные очки, поэтому и без козырька солнце не проблема. И мало кто на турендуро реально ездит в условиях, чтобы прям грязезащита от впереди едущего нужна была. Кто ездит в Adventure шлемах, попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз чью-то грязь козырьком отбили. Другое противоречие с кроссовым шлемом в общей вентиляции. Основное предназначение кроссового шлема – дать при надежной защите максимум вентиляции, потому что шапка нужна для потного занятия спортом. У кроссового шлема и челюсть далеко, и подбородочная часть, практически сетка без всего.
Слава богу, сейчас стали появляться Adventure шлемы с обширной продуваемой частью в подбородке. Еще года 4 назад совсем дичь была. Но и современная развитая вентиляция даже близко не стоит с кроссовыми шлемами, где продувка по-другому работает. На самом деле, даже если полностью залепить сетку на подбородке кроссового шлема, вы этого не сильно заметите. На кроссовом шлеме между выступающей частью и лицом и сверху зазор, и снизу здоровая дырка, куда помещается рука. Вот именно через эту дырку идет основной поток воздуха. Собственно, почему маску надевают? Потому что если бы было стекло, снизу в кроссовом шлеме и грязью глаза закидывает прекрасно, и в целом поток воздуха в глаза дует. Вдобавок, через большую дырку снизу много шума идет, кроссовые шлемы всегда шумные. В Adventure шлемах компромисс, но с приоритетом в комфорте и на трассе. Никто не купит шлем, который будет самым шумным в классе и всегда в глаза задувать. Единственное, в чем отличие, допустим, с модуляром, у хороших Adventure шлемов все равно чуть удлиненный подбородок и шторка снизу подразумевает снятие. Есть простое решение со снятием шторки целиком, и есть несколько систем с выдвигающейся шторкой. Либо просто сама шторка длинная, которую можно выдвигать-сдвигать, либо шторка с пластиковым каркасом, которую можно отщелкнуть с подбородка. Еще из минусов Adventure шлемов отмечу неочевидный. Из-за более вытянутой формы подбородка стекло с более острым углом, как бы с делением на левую и правую части, и само стекло бывает с некоторым горизонтальным наклоном. Я замечал на некоторых Adventure шлемах, особенно когда надет пинлок, что видны разные искажения и стекло больше ловит бликов, чем на интегралах и модулярах. И как правило, ты с этим вообще ничего не можешь сделать. Такой сюрпризик ценой в 100 000 рублей. Короче, я вел к тому, что нужно четко понимать компромиссность класса. Если у вас мотоцикл не на шашке, то есть ни о каких упражнениях с повышенным пульсом речи не идет, и вы ездите в Adventure шлеме, вы явно делаете что-то не так. На мой взгляд, Adventure шлем вообще лучше использовать модульно. Допустим, пилишь долго по магистрали со снятым козырьком и закрытой шторкой на подбородке, если холодно или сильно дует. Приезжаешь до места покатушек, прикручиваешь длинный козырек, замотанный изолентой, чтобы дырок меньше стало, снимаешь шторку, убираешь вентиляционную заслонку в подбородке и меняешь стекло на маску. Кстати, одно из важных свойств Adventure шлема, чтобы легко снимался визор, либо хотя бы маска надевалась вместе с установленным визором. Совсем хорошо, когда визор умеет закрываться с установленной маской. И вот в таком сценарии, особенно в дождливом климате, Adventure шлем штука в целом хорошая, но не всем нужна. Если про меня говорить, я в Испании совсем перестал использовать Adventure шлемы. У меня чисто гостевой старенький Nex валяется и все. Просто потому, что я его мало использовал и не стыдно друзьям дать покататься. Просто я готов потерпеть на кроссовом шлеме неудобства на трассе, тем более у них у всех козырьки быстросъемные и часто эластичные. Легко в сумку положить, если весь день перегон по магистрали. Зато потом кайфую от легкого суперпродуваемого шлема без компромиссов. Но это потому, что здесь дождей мало, в дождь в маске так себе ехать, с нее вода плохо стекает, и без того не идеальная видимость ухудшается. Я говорю с точки зрения жаркого климата, когда в любом Adventure шлеме просто задыхаешься, если по-настоящему наваливать. Это не какое-то улучшение в процентах, а небо и земля по комфорту в жару. А если я езжу по асфальту и просто на какую-то грунтовочку попадаю, где не собираюсь потеть и убиваться, мне и модуляра достаточно, чтобы просто проехать, зато на асфальте модуляр очевидно лучше. И вот на полном серьезе, если бы я хотел купить сейчас шлем в Москве, я бы поехал в Формулу X, где есть все основные магазины с экипировкой, и в одном месте в одно время можно посмотреть и перемерить все интересующие модели. Я, собственно, пару своих шлемов в Формуле X и покупал еще до сотрудничества, примерив интересующие. Это ли не лучшая реклама? И запчасти для шлемов тоже в Формуле покупал. Тут же в чем нюанс есть. Открыл сейчас для интереса популярные визоры, пинлоки и модуляры на сайте Байкленда, которые хотел бы посмотреть. Все интересующие меня варианты есть в Формуле и только частично в других магазинах при всем кажущемся выборе. Вот вам и ответ, почему я сам покупал шлемы в Формуле. Мало того, что вы нигде не найдете такого количества магазинов с мотоэкипировкой в России, так еще и в Формуле, как правило, расположены флагманские отделения сетевых магазинов с максимальным выбором. Увидимся в Формуле. На бездорожье вес шлема сильно большее значение имеет, чем на асфальте. Не уверен почему, может головой больше крутишь, либо больше устаешь и каждый лишний грамм чувствуется. Так вот, кроссовые шлемы тупо на полкило легче. Если брать самый легкий Adventure шлем большого размера, это 1,5 килограмма, самый легкий кроссовый шлем килограмм.
Тяжелые адвенчер-шлемы где-то 1,8, тяжелые кроссовые шлемы 1,3. Причем, когда мы говорим про вес, важнее как сбалансирован шлем, а не только циферки. Даже если сравнить тяжелый кроссовый шлем с самым легким адвенчер-шлемом, когда разница в весе вроде несущественная, по факту кроссовый шлем ощущается легче из-за лучшей балансировки. Кроссовый шлем спереди пустой, без каких-то механизмов, почти у всех моделей очень хорошо централизована масса по вертикальной оси. При поворотах и наклонах головы вес перемещается незначительно. У Adventure шлема спереди нужно всяких заглушек фильтров наделать, систему выдвигания шторки, окантовку под стекло, и это все далеко от лица, в отличие от интеграла или модуляра. Ну и про вес еще пару нюансов. Самые легкие шлемы карбоновые, обычно они чуть более шумные. Это особенность карбона, он не может эффективно гасить шум. Точнее, чисто по пределу децибел может быть уровень шума нормальным, но в карбоновых шлемах часто есть аэродинамический свист. Никто не указывает в спецификациях спектр частот, поэтому не всегда самый тихий шлем на бумаге будет самым акустически комфортным. Но самое бесячее в карбоновых шлемах, они почти всегда черные, в жару в них менее комфортно. Вообще, если двумя словами ответить на вопрос, какой выбрать шлем для путешествий, светлый, глянцевый. Он меньше нагревается и лучше виден водителям. И еще есть такая интересная штука, как аэродинамика. Иногда аэродинамика спроектирована так, что в каком-то скоростном режиме с определенным стеклом шлем по факту не весит ничего, на шею вертикальной нагрузки нет совсем. К сожалению, балансировка и аэродинамика — это абстракция, так что ориентируемся на вес, но держим в уме, что шлем, который на 150 граммов легче, не факт, что в реальности ощущается более легким. И, как правило, самые легкие шлемы настолько сильно хотят быть самыми легкими, что добиваются этого путем хлипеньких механизмов, тонкого стекла или отсутствия каких-то удобных функций. Ну и давайте перейдем к модулярам. Кстати, сейчас потихоньку начинает выделяться гибридный сегмент, модуляры с адвенчурной формой, но пока это выглядит слабовато. В руках вертел, но жгучего желания купить не возникало. Так вот, модуляры. Я путешествую в основном в них, потому что немногочисленные минусы перекрываются универсальностью. Плюс на самом деле камера с креплением и батареи на подбородке настолько нагружает и перекашивает шлем, что разница с интегралом не так важна. Условно модуляры можно разделить на две подкатегории: с откидывающейся челюстью назад или наверх. Когда челюсть назад откидывается, еще называют трансформером. Если вы действительно собираетесь часто ездить с открытой челюстью, например, много курите, надо выбирать из тех моделей, где челюсть откидывается назад. Когда челюсть открывается наверх, аэродинамика ущербная, поток ветра пытается перевернуть шлем назад, плюс центр тяжести весь наверху. Отсюда увеличенная нагрузка на шею, да и выглядит кошмарно. Я, кстати, вообще никогда не езжу с открытой челюстью в модуляре. В дальних поездках смысла особого не вижу, а для города у меня изначально легкий дешевый джет, который и удобнее, и его не жалко даже на мотоцикле оставить. Единственный минус трансформеров с откидывающейся назад челюстью — у них всегда выпирающие челюстные направляющие вокруг шлема и визора, поэтому совсем уж тихих шлемов такого типа нет. Еще очень часто на таких моделях возле ушей есть вертикальный наплыв, закрывающий механизм кручения, из-за чего аэродинамические шумы выше нормы. Когда челюсть открывается наверх, выпирающей части нет, потому что челюсть вместе с визором ходит. Такие модели тише, но опять же из-за отсутствия цельной формы и чуть вытянутого подбородка все равно уровень шума в среднем выше, чем у интегралов того же уровня. Очевидно, что модуляры из-за открывашки самые тяжелые, это их главный минус. Но зато в холод и ливень на остановке общаешься с людьми, пьешь чай из термоса и передумываешь пересаживаться на интеграл. Но вообще обычные интегралы недооценены с точки зрения туризма. Часто зачем-то приводят аргумент с их повышенной безопасностью. На мой взгляд, этим аргументом мало кого можно убедить, потому что люди редко путешествуют в самой защищенной экипировке. Давайте будем честными, при нагрузках, на которых оторвет современную трещотку или подбородок у шлема, у вас скорее случится травма второго шейного позвонка с отрывом зуба, что в 99% случаев приводит к смерти. Если уж говорить про безопасность D-Ring и цельную челюсть, тогда нужна защита шеи, либо подушка безопасности, брейсы с ботами на шарнирах и все прочее. Чем действительно интересны интегралы, они, как правило, легче модуляров, у них лучше баланс вдоль вертикальной оси и у них меньше аэродинамических шумов из-за отсутствия лишних щелей и стыков. В интеграле неудобно спрашивать дорогу.
Обычно разговариваешь рядом с заведенным мотором на дороге, и тебя плохо слышат, особенно если говоришь на иностранном языке. С открытым лицом в модуляре тебя и слышно лучше, и по губам и мимике легко понять, о чем идет речь. Самое забавное, что модуляр, который снимать нужно реже, значительно удобнее снимать и надевать. Даже не задумываешься о том, как именно надеваешь. В интеграле всегда есть риск, что заденешь наушник, он сдвинется и опять повторяй всю процедуру. Ну и в интеграле еще пить воду неудобно, что частично решается гидратором или бутылкой нестандартной формы. Кстати, интегралы тоже лучше разделить на два типа – спортивные и гражданские. Спортивные заточены под спортбайка с эргономикой и видимостью с ездой в сильном наклоне, плюс они, как правило, без солнцезащитной шторки и очень шумные. Про этот класс с точки зрения туризма говорить смысла нет. Еще нужно пару слов сказать об открытых шлемах, джетах или 3/4. В целом прикольно путешествовать в жарких странах, но придется жертвовать безопасностью лица. В Испании ГАИ в прошлом году выдвинуло предложение запретить езду в таких шлемах на трассе. И так как безопасность это вроде как важно, на топовых моделях 3/4 стоит очень длинное стекло до подбородка, что вроде как снижает риски и защищает от дождя, но с минусом, который все перекрывает. В стекле нет вентиляционных отверстий, поэтому вроде едешь в открытом шлеме, а вентиляция крайне мерзотная, плюс такие стекла запотевают, потому что дыхание направляется как раз в центр стекла. На многих подобных моделях еще для безопасности стекло намертво фиксируется в нижнем положении, неудобно открывать. И еще неочевидная особенность открытых шлемов. У них по спецификациям уровень шума высокий, но при этом приятный акустический комфорт, потому что нет усиления звуков от отражений, в отличие от закрытых шлемов. Во многих ситуациях в джете даже комфортнее. Вроде все. Если зайдет ролик, расскажу про другую экипировку, так что наведите активности под роликом, если хотите продолжения.